Только лучший таксопарк, только Такси Хайп. Ждем именно тебя. WhatsApp и Telegram в описании. Приходи, подключим тебя за 3 секунды. Выводить будешь бабки когда захочешь, ежедневно, ежечасно, ежеминутно. И у нас очень крутая служба поддержки. Жду. Пиши. День добрый. На текстильщика? Да, на текстильщика. Ага. Налоговую. Угу. Много налогов нынче страна требует? Очень. Вы знаете, что вот я сегодня прочитал, что еще собираются ввести какой-то еще один налог, называется углеродный. Предложил кто-то, да, вот сегодня предложили, прямо я в ленте новостей вычитал. Я, правда, не стал даже читать, на что он, но я понимаю, что это не последний налог. И та самая шутка про налог на воздух, она скоро может вполне стать не шуткой. Знаете, я не буду не удивлена, потому что душит со всех сторон. Душит со всех сторон. Ну, а вы как физик платите или как коммерсант? Почему? Как организация. А, то есть, ну, вы Конечно. типа с бизнеса платите, да? Конечно. Ну, а бизнес-то хоть позволяет платить налоги? Ну, приходится, а что делать? Скрывать. Мы честные налогоплательщики. Вы честные налогоплательщики? Все хорошо. Ну, это большая редкость. Почему же? Не знаю. Мне кажется, что мало людей сейчас платят все налоги. Все равно пытаются что-то там. Ну, у кого как получается. Угу. Но все говорят, что нечестно. А, я уловил ваши мысли. Понятно. Я тоже раньше играл в бизнес, но у меня что-то вот не пошло. Что-то пошло не так. Что-то пошло не так, да, видите, и вот как-то так. Теперь ввезу людей, у которых получается вести бизнес. Ну, я думаю, что таксисты-то тоже неплохо зарабатывают. Сейчас же таксисты хорошо зарабатывают. 150-то точно. 150 тысяч. Нет? Ну, 150 тысяч мы зарабатываем, конечно, за полгода. Да не, ну я шучу, может быть, ну за 2-3 месяца, конечно. На самом деле все не жирно совсем. Все так плохо. Все так, да, плохо. Печально. Ну да. Мне вот здесь сейчас чуть-чуть стыдно стало. Ну вот да, вот так вот. Не, ну вроде такой симпатичный молодой человек. Лицо-то не продать. Ну, надо, наверное, тогда менять профессию таксиста на какую-то более прибыльную. Ну, Все-таки мужчина. понятно. А вы свой бизнес сами прям, да, бизнес-школы заканчивали, да, я так понимаю? Сами так. Естественно, училась. То есть вы не тем самым известным способом, я прошу прощения, да? Тем самым-то каким? Ну, Прошу прощения. типа там вы удачно познакомились с каким-нибудь богатым человеком, он вам дал там бизнес, и вы там тоже как бы его там как-то что-то, или вы прям... Наверное, фильмов много насмотрелись, да? Ну, фильмов много смотрю вообще, люди много говорят вокруг, ну да, и вообще очень, ну, у нас бизнес-вумен, у нас все-таки стереотипное понятие, что, ну, у меня все крутится на языке слова, но я не могу его произнести, потому что я все-таки, у меня есть еще остатки интеллигенции, интеллигента внутри меня, поэтому я не это самое, не... Ну, на самом деле очень примитивно думаете, как бы, да, ну, уже, как бы нельзя же всех под одну дудку, раз есть прекрасные, успешные женщины, которые, как говорится, приложили максимум усилий. И вы себя к таким относите? Я, да. Ну, тут мне стало вдвойне не по себе, да, и как-то вот Кто я на теперь... что учился. Кто на что Потому учился? что, да, мужчины-то у нас, в принципе, в стране сейчас вообще, по-моему, их вывели с каким-то образом. А вам не Можно кажется? же проще сесть в такси, чем, как говорится, поднять свою задницу, напрячь свои мозги и пойти зарабатывать нормальные деньги. Все
вам кажется, что в такси собрались неудачники, да, сплошные? Не, ну если у вас заработок, как говорится, 150 тысяч в год, то, извините меня, что вы здесь делаете, молодой, сильный, красивый? Мне кажется, как бы, да, можно, наверное, как-то применить себя более удачно в этой жизни. Я просто бизнес-школу не закончил в свое время и, знаете, вот нашел себе тихую гавань, как и многие. Знаете, у нас в тюрьмах и в такси сидят на самом деле очень Это много, проще, я согласна. очень много. Ну, это не то чтобы проще, да, ну, я с удовольствием бы занялся бы каким-то, может быть, и бизнесом, да, но мне кажется, что все-таки элемент везения играет большую роль. Может быть, вам повезло чуть больше, а мне чуть меньше. И я знаю очень много людей в такси, у которых очень большой опыт, но они вот вынуждены оказались здесь. А как вы думаете, что лучше все-таки, мне ездить в такси или сидеть на кухне и пить водку в тельняшке? Ни то, ни другое. Ни то, ни другое. Смотря какие цели преследуем. Я хочу познакомиться с красивой и богатой бизнес-вумен. Зачем? Чтобы научиться у нее, как нужно вести дела на самом деле и совместить приятное с полезным. Ну, то есть, общаться с красивой Кажется, женщиной. что вам повезло в этой жизни. Вы Это уже с ней познакомились. Правда, еще если поднапряжетесь и возьмете мой номер телефона, еще если поднапряжетесь и возьмете себя в руки и наберете мой номер телефона, пару уроков, так и быть, я вам дам. Это кроме шуток? А я никогда не шучу, если касается дела. Вопрос дела. Номер, который в приложении, это же ваш номер, да? Да, это мой. То есть я могу, меня, если что, Евгений зовут? Очень приятно, с чего нужно было и начать. Это с чего нужно было начать, да. Я... Такси, чтобы я захотела с вами, Евгений, еще раз проехаться. Может быть, не только в налоговую, нужно было представиться. Меня зовут Олеся. Олеся, я третий раз чувствую себя некомфортно за эту недлинную поездку. Вы уже столько уроков у меня получили. Я столько уже уроков у вас получил. Я, честно говоря, даже я даже боюсь представить, какие там дальше будут уроки, если я сейчас уже 3 раза почувствовал себя. Поверьте, мне вам понравится. Мне понравится. Знаете, сегодня очень неплохой день, потому что обычно все-таки сейчас комфорт прилетает, тариф комфорт прилетает редко. Обычно у меня эконом, и там, ну, такие, скажем, разные люди, будем так мягко говорить, да, и женщины, которые там ездят, они тоже разные, тоже мягко будем говорить, поэтому сегодня я крайне удивлен, что, возможно, вселенная пересмотрела взгляды на мой автомобиль и решила, что мне пора уже как-то из такси, может быть, немножко выходить. Но на самом деле вы меня удивили, потому что я думал, что у нас будет сейчас какой-то... Я даже не туда еду от переживаний. Какой-то... Я прямо... Одно из правил — это никогда не опаздывать. Ага. Я к тому, что я думал, что у нас на самом деле будет уже такой, конфликтный момент. В плане вот... Я не очень люблю, когда... пассажиры начинают унижать таксистов, но вы прямо это так красиво сделали, что я даже не то чтобы я готов вытерпеть еще раз эти унижения, чтобы мотивировать себя и стать лучше, богаче и не таксистее, скажем так. Я думаю, что у вас получится. У меня получится. Я очень рад. У меня редко бывает, когда поездка начинается так вот немножко напряженно, а потом становится такой очень... А вам потом никуда не надо ехать? Хотите, я вас подожду? На самом деле, я не знаю, насколько затянется эта встреча, да. А вы знаете, я чувствую, что мне нужно, может быть, кофе попить, может, поесть. Но я как бы готов... Я вот сейчас уже понял, что я готов вас ждать. Прекрасно. Тогда мы с вами созвонимся, как моя встреча заканчивается, я вас за 5-10 минут наберу. Это было бы прекрасно. Может быть, просто какой-то... Может быть, я смогу рассчитывать на какой-то урок сегодня просто. Вдруг, раз уж звезды сегодня так располагаются, что, возможно, что-то, может быть, как-то
Хотя я не на 100%, конечно, даже не на 50%, потому что я все-таки очень много смотрю в это лобовое стекло, вот, а эти стойки закрывают мне обзор на жизнь, но всякое может быть, поэтому я, конечно же, вас обязательно подожду. Ну, прямо я вот чувствую в себе эту потребность и необходимость. Ну, раз чувствуете, попытаться надо. Не отказывайте, да, себе в этом, потому что вдруг все-таки я решу дальше попутешествовать по городу на своей встрече с вами, и мы с вами продолжим уникальную беседу. Да. Очень много хочется у вас поспрашивать прямо. Очень много хочется. И даже не знаю, с чего начать. Но я понимаю, что вы сейчас настроены на решение своих вопросов. Я спрошу проще. А вы замужем? Я нет. Ну, что, у меня анкета была короткая на самом деле. В ней всего был один вопрос. Ну, знаете, это первое просто, что пришло мне в голову, поэтому я решил спросить именно это. На самом деле я обычно задаю другие вопросы, но сейчас почему-то в голове был только этот. Ну и плюс все-таки я, Может, это как-то влияет на ваше решение взять пару уроков? Это очень, да, и это тоже, я не знаю, что говорить. А как нужно? Я просто боюсь все испортить, и лучше я, наверное, помолчу. Знаете, вы в начале нашего диалога тоже могли много чего испортить, но вырулили же из ситуации, поэтому Да. я говорю, очень перспективный, очень молодой человек. Выруливать из ситуации мой конек. Ну, так что жгите. Жгите. На самом деле, просто я, так уж получилось, что я остался в одиночестве, и нахожусь на эротической диете. И такого рода встречи и общение вызывают у меня неподдельные переживания и эмоции. И поэтому я могу чуть-чуть выглядеть придурковато, краснеть, может быть, у меня будет заплетаться язык, но это не испортит нашу поездку, я вас уверяю. Нет, да? Ну, прекрасно. То есть я Мне буду... даже будет интересно за этим понаблюдать. Это круто. Я обещаю быть послушным учеником, если хотите. Если не хотите, могу быть непослушным. Разберемся. Около главного входа, да, остановить? Да, пожалуйста. Я там же, в общем-то, наверное, вас и буду ждать. Может быть, отъеду попить какой-нибудь слабоалкогольный, безалкогольный напиток. Олеся, я безумно рад, что вы сели именно в мою машину. Я надеюсь, что вы не пожалеете. Я думаю, что вы тоже не упустите свой шанс. Я обязательно вам позвоню, ждите звонка. Хорошо, я буду смиренно ждать. Вот это... Это вам не беззубые женщины с грязными ногтями. Это просто... Походу, все-таки у меня что-то наклевывается, как вы думаете? Ох, фигурка у нее, я вам скажу. Это прямо все, что... Это прям все, что нужно. Вот кто говорит, таксистам невозможно встретить? Просто что надо? Быть чистым, хоть иногда ходить в барбершоп, развивать речь, не материться, не курить. Ну, желательно не пить, не жрать чеснок. Короче, все очень просто. Ну и одевайте чистые трусы. Это всегда пригодится. Всегда пригодится, потому что вы не знаете, где можно оказаться
конце своей рабочей смены. Хотите продолжение этой истории? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Соберет 10 тысяч лайков. Обещаю, что выложу скрытой камерой, как и чего у нас там по урокам получилось. 10 тысяч лайков. Цена! Удовольствие. Сейчас я так неудобно, что факт показал. Кошмар какой-то. Извинюсь потом.